Привет, ребята, с вами Анатолий из магазина Жарпарком, и сегодня я отвечу или попытаюсь ответить на часть вопросов, которые возникают у покупателей, которые почитали форумы, посмотрели различные видео про печи длительного горения, в частности огонь батареи, бутаков. Много информации будет касаться и других печей длительного горения. В общем, на те вопросы, которые возникают, я постараюсь ответить, и все это дело показать, потому что сегодня я в магазине термофора нахожусь. И, в общем-то, вот они, две печи, про которые идет масштабная битва и сражение. Это огонь батарея и бутаков. Значит, часть вопросов сразу озвучу, какие я освещу. Это первое — герметичность, второе — черная жижа, ну и третье — это длительность горения. Значит, давайте про герметичность. Значит, печка, любая печка, она не герметична. Почему? Потому что огонь должен гореть, продукты горения должны откуда-то выходить. Собственно, у любой печи продукты горения выходят вот через такую штучку. Вот она. Значит, у огонь батареи она может ставиться так, может разворачиваться под углом другим. И не герметична она вот таким вот образом. То есть в положении полное закрытие все равно часть остается открытой для того, чтобы можно было бы полностью удалять продукты горения. Даже когда человек думает, что все прогорело, угарный газ остается, и он выходит естественной тягой вот через это отверстие. Ну и, собственно, вот она открывается полностью. Так, вот такая вот деталь. Ну, у Бутакова деталь устроена по аналогичному устройству, то есть тоже так же поднимается, тоже не герметично. Нужно, еще раз повторю, это для того, чтобы не угореть. Дальше. Печи длительного горения имеют зольник, то есть это ящик. Вот он тут. Ящик имеет проклад на огонь батареи. Он полностью герметичен. Так скажем, не на 100%, на 98%. Но когда он закрыт, то все нормально. Уголь туда падает, зола образуется, зола в этом зольном ящике. Вот не герметичное место. Это жиклер подачи воздуха. Нужен он для того, чтобы кислород в небольшом количестве попадал в камеру сгорания и проходил процесс тления, происходил здесь. Можно регулировать, открыть на максимальную мощность, тогда здесь будет огонь. Можно закрыть, тогда здесь огонь практически будет отсутствовать, и только будет небольшой подсос воздуха и будет тление. Дальше. Дверь. Обратите внимание, здесь стоит уплотнительный шнур. Вот так вот она закрывается и плотно защелкивается. А вот здесь вот есть вырез. Вырез сделан специально для того, чтобы внутрь чуть-чуть попадал воздух, и вот эта вот часть стекла потоками воздуха обдувалась, и не было бы сажи на стекле. Как удалять сажу со стекла, если вдруг образовалась? Это просто тряпочку мокрую в золе обмакните и протрите. То есть есть видео тоже на нашем канале, можете посмотреть. Значит, еще обращу внимание, что уплотнительный шнур стоит не только здесь, но и здесь, со стороны рамки. То есть подсоса воздуха тут практически нету, кроме вот этой точки. И то совсем минимальное количество, только чтобы стекло не закапчивалось. Значит, тут обращу внимание еще раз на рамку. Рамка сделана специально, чтобы стекло не лопнуло.
То есть она идет полностью рамкой, и при перепаде температур стекло не лопается. Значит, многие видели видео, когда некий умелец топил печку, и у него дым шел изо всех щелей. Почему так произошло? В принципе, в комментариях ему написали. Но, как вы видели, печка максимально герметична. И есть только подсос воздуха и тяги. То есть, если печь дымит, то это значит, что нету тяги. Тяга образуется исключительно из-за того, каким образом устроен дымоход. И нет ли преград на пути тяги. То есть, может быть, ниже конька стоять дымоход, тогда ветер будет задувать внутрь дымохода, и, естественно, будет через все возможные щели проходить воздух. Значит, еще одно спорное место, про которое меня спрашивают, это чугунная крышка. Не будет ли через нее идти угарный газ? Давайте посмотрим, как она устроена. Вот я разберу ее. Видите, здесь идут такие как бы насечки. И она автоматически, когда кладется под весом своим, она закрывает отверстие. Что здесь, что здесь. Весят они прилично, каждая штука грамм по 200, наверное. То есть абсолютно все плотно, никаких здесь нету сколов, трещин, через которые могли бы проникать угарный газ или огонь. Вот когда вы сняли, поставили чайник, он тоже будет стоять на этой плоскости абсолютно ровно. Так что даже не нужно тут смазывать никаким герметиком, там, извращаться каким-то образом. Тут все на своем весе держится и держится очень хорошо. Значит, еще раз повторяю, если печка дымит, дымить она может либо отсюда, то это значит проблема с тягой, а не с печкой. То есть надо решать проблему с монтажом дымохода. Практически все вышеперечисленное касается Бутакова. То есть у Бутакова тоже есть выход сгоревших газов. Есть также зольный ящик, но в отличие от огонь батареи нету регулятора для того, чтобы можно было делать регулировку подачи воздуха, потому что здесь стоят свои внутренние жиклеры. В общем-то, регулировка происходит путем открывания, закрывания зольного ящика. То есть модель попроще. Видите, здесь еще на точках крепежи. В общем, тоже уплотнительный шнур стоит. В общем, видно то, что печь более старая, более кондовая. В общем, это, даже он колосник из-за стали, а не из-за чугуна, как здесь. Тут даже видны скосы. Уголь падает на чугунный колосник, а здесь все лежит на стали. Но если уголь собирается вот в этих точках, рядом с трубами конвекционными, то трубы прогорают. То есть эта печь в разы лучше, чем это. Это первое поколение, это второе. Значит, я вам сейчас рассказал про места, где может быть задымление. Повторяюсь, задымление идет не из-за того, что печи плохие, а из-за того, что кислород идет, воздух, потоки воздуха бьют вниз, в дымоход. Значит, хотел бы добавить, чтобы было вообще понятно людям, которые вообще не сталкивались с печами, не понимают, что такое горение, то есть каким образом оно происходит. Не все люди об этом знают, так, чтобы было понятно. Вот смотрите, поток воздуха направляется в нижнюю часть печки,
Здесь происходит внутри камеры горение из-за того, что воздух сюда попадает. И дальше сожженный воздух, насыщенный всякими уже продуктами горения, идет вот так, вот так, вот так, и выходит в дымоход. И чем выше дымоход, и он имеет максимальное количество прямых частей, тем тяга более мощная. Тяга прямо берет в себя, захватывает огонь и продукты горения и выносит вниз. То есть даже если дверь открыта, то дым отсюда не идет. При нормально поставленном дымоходе его все равно затягивает вверх. А вот если дымоход поставлен неправильно, имеет большое количество участков, которые параллельны полу, да, чтобы вы понимали, то участок параллельный полу должен быть не больше 1 метра. Ну, параллельный полу, это значит, то, что вот дымоход, вот прямая часть его длинная, она параллельна сейчас полу. Вот на каждую параллельную часть ее должно быть не больше 1 метра, нужно 3 метра вверх тянуть. Вот. То есть вот такие вот азы монтажа дымохода нужно знать, чтобы не было никакого задымления нигде. Дальше. Про черную сажу, про сажевый конденсат. Когда была температура -1, +5, то образуется некая так называемая точка росы. Точка росы — это когда на стальных дымоходах образуется внутри вода вместе с сажей, и она капает внутрь, и образуется черная лужа. Почему это происходит так? Это опять же не проблема печи, это проблема погодных условий. Смотрите, вот чайник дымит, подносим к нему трубу металлическую, и видите, что происходит? Начинает образовываться какие-то капли. Вот это называется, грубо говоря, точкой росы на холодном дымоходе, ну, на холодном металле, теплая вода. Когда образуется лед ночью в минусовую температуру, и днем он растапливается из-за плюсовой температуры, не знаю, видно вам, нет, то образуется в большом количестве конденсат. Вот эта вот вода, которая, ну вот видно то, что потеки влаги, которая образуется внутри дымохода и стекает вниз. И каким образом она стекает? Если дымоход прямой у вас стоит, ну вот так вот, то вся эта влага, конденсат стекает ровно вниз. А дальше он куда проходит? Дальше он просто капает внутрь топки, и дальше он попадает именно сюда, в зольный ящик. Поэтому, когда зольный ящик может не иметь некой герметизации, да, но это не обязательно для него, то, естественно, все протекает на пол. Такое бывает очень редко в определенную температуру. То есть, когда ночные часы там, -1, днем становится +3. То есть это весной, осенью. Если у вас печь с внутренним водяным контуром, вы приехали и увидели, что печь протекла. Это, не бойтесь, это не контур протек, это протек дымоход. Это конденсат, сажа протекла сверху дымохода и попала внутрь топки. Это нормально. Как с этим бороться? Бороться с этим сложно, но можно. Нужно ставить вот такие вот вещи, когда монтируете дымоход. Это называется тройник с сажесливом. То есть влага идет вниз, попадает вот в эту вот в стакан выдергивается, и из него выливается конденсат. Это первый способ. Второй способ: если вы растапливаете печку, ну то есть второй способ очень полезно, если вы растапливаете печку весной или осенью, вот в такие вот периоды, когда ночной минус и дневной плюс, тогда 2 раза топите ее в режиме
полностью закрытый, то есть в режиме тления, один раз в режиме сильного горения, то есть когда у вас клапан открыт максимально или когда у вас хорошо открыт зольный ящик, и таким образом у вас образуется огромная тяга, и тяга, воздух, и внутри горит огонь, и огонь выжигает сажевый конденсат, просушивает хорошо трубы, потому что все эти печки горят в режиме тления на очень низкой температуре. И из-за низкой температуры образуется как раз конденсат. Это касается не только вот двух данных моделей, но и любых печек, которые работают по пиролизному типу, то есть которые тлеют, а не горят. Значит, вопрос по дыму, по герметичности и по сажевому конденсату, я надеюсь, закрыл. То есть, если какие-то вопросы есть, пишите в комментарии, я отвечу. Сразу скажу, что это касается, еще раз, не только там огонь батареи или Бутакова, это касается там и буллерьянов, легионов. То есть везде, где используется длительное горение, везде образуется сажа. Где везде образуется сажа, при определенных температурах и погодных условиях образуется конденсат. Конденсата может быть много, может быть мало, но факт в том, что с этим конденсатом можно и нужно бороться либо тройником, либо прожиганием печи в горячем режиме, не в щадящем, не в тлении. В морозы таких проблем нету. При плюсовой температуре таких проблем нету. Проблема бывает только при переходе с минуса на плюс. И последний вопрос, который я хотел бы осветить, тоже касается сажи, ее образования. Значит, при монтаже печей длительного горения обязательно используйте сэндвичи, не голые трубы. Объясню почему. Потому что сэндвич, вот стандартный сэндвич, если кто-то не знает, то сэндвич это внутренняя труба, а потом идет минеральная вата или другой какой-то наполнитель, и второй контур трубы. При этом на печах именно дровяных обязательно внутренняя труба должна иметь толщину 0,8 или миллиметр, а внешняя может иметь там и 0,5. То есть самое главное, чтобы внутренняя труба была толстая. И вот этот сэндвич, он не только является слабой термозащитой, то есть не только для пожарной безопасности его берут, но и для того, чтобы это устройство было как термос, чтобы температура выходящих газов из печи равнялась температуре тех газов, которые выходят из-под козырька, не из-под козырька, а из-под зонтика. Потому что если охлаждается газ сгоревший, то образуется большое количество конденсата. Именно толщина конденсата влияет на длительность горения, на тягу. Бывает так, что на последнем метре около зонтика образуется даже корка ледяная, пробка так называемая, когда конденсата настолько много, что идет закупорка дымохода, тут сужение, вот тут вот ледяная корка конденсата. Это надо уже там, не знаю, паяльной лампой отогревать или ждать плюсовой температуры. Вот чтобы такого не было проблемы с пробками, с большим количеством конденсата, используйте только сэндвичи при монтаже печей длительного горения. Значит, монтируются они следующим образом. Любая деталь ставится, хоть полметра, хоть маленький кусок, но открытого на контурной трубы, для того, чтобы по сварному шву, вот он, сварной шов, следить за тем, насколько дымоход изношен. Если он дымоход вообще не прогорает в том плане, что нормальный дымоход, в том плане, что у него образуется дырка, да, какое-то отверстие, дымоход обычно прогорает по сварному шву. То есть сварной шов расходится, и дальше уже дымоход приходит в негодность. Вот чтобы понимать, насколько хорошо состояние дымохода, первая деталь не выше, чем полметра и не больше полметра.
ставят обычно просто на контурный дымоход, а дальше уже ставят сэндвич. То есть это может, повторю, быть и просто полметровая труба, как вот здесь стоит, дальше переход на сэндвич, либо это может стоять просто какой-то тройничок, он тоже одноконтурный, а дальше идет переход на сэндвич, и все из сэндвича ставится. В общем, монтаж, логика монтажа следующая: одна деталька для контроля износа дымохода, остальное все ставится сэндвич. Это не там маркетинговый ход какой-то, чтобы вы больше денег заплатили. Это нужно для того, чтобы, повторю, исходящие газы из самой печи равнялись по температуре исходящим газом из-под зонтика печи. Иначе конденсат вас просто будет заливать, а зимой в минусовую температуру будет обратная тяга из-за того, что здесь корка будет ледяная. Это никому не нужно, поэтому нужно брать обязательно сэндвич. Это не прихоть. Ну и в завершении своего видео хочу сказать, что для прочистки именно контура вот этих вот дымоходов можно использовать либо осину, либо трубочист, полено-трубочист так называемый, который прожигает сажевый конденсат. Ну и еще, да, вопрос там задавали на форуме, видел, то, что если здесь большое количество сажи, то оно воспламеняется, оно, да, воспламеняется и прожигает эту трубу, то есть миллиметр нержавейки. То есть там все вспыхнуло и прожгло всю трубу. И образовался, и, допустим, образовывается пожар. Ребята, это бред, потому что, чтобы миллиметр нержавейки прогорел, это, я не знаю, как долго должна быть высоченная температура. После этого миллиметра нержавейки идет, повторю, не горючая набивка. И после этого еще идет один контур стали. В общем, это полнейшая бредятина. Так что на многие видео, которые вы видите, не обращайте внимания, особенно там, где прям вот, мягко сказать, обсирают печки какие-то, потому что проблема, повторюсь, не в печках, а проблема, повторяю, именно в монтаже дымоходов. Вот, собственно, это такая, так скажем, маркетинговая политика обсирания конкурентов. Там, это используют многие предприниматели. Вот я вам все сегодня рассказал, что знал. И надеюсь, если вы будете видеть, смотреть или читать какие-то очень скептические отзывы, которые выглядят как полуправда, это, скорее всего, один конкурирующий производитель обсирает, мягко говоря, другого производителя в целях занять его нишу. В общем, не ведитесь на это барахло, которое часто выкладывают в интернете, а думайте своей головой. А если вы имеете образование техническое, то, я думаю, вы сами можете понять, когда вы видите недостоверную информацию, когда, в общем-то, говорят и обосновывают информацию достоверную. В общем, всем хорошего тепла. Если какие-то вопросы будут, обращайтесь. Я отвечу. С вами был Анатолий. Всем пока. Спасибо, что посвятили столько времени на просмотр. Просто реально очень много задают вопросов. И именно те, на которые я ответил. Я просто уже даже устаю отвечать на одно и то же. Поэтому я выкладываю это видео. Надеюсь, вы посмотрите. Поделитесь с тем, если понравилось, ставьте лайк. С вами был Анатолий. Всем пока.